В зависимости от того, у кого день рождения, тот так и отдыхает. И вот у меня день рождения весной, и мы всегда куда-то едем весной. Потому что я вечно хочу куда-то ехать. Особенно ты в последнее время очень много работаешь. Я рада, что ты смог вырваться, найти время. И чтобы мы могли просто здесь дурачиться. Особенно, как вчера классно, когда мы после бани пошли с тобой на ту горку. Кстати, Виталик, мы можем туда пойти хоть сейчас, если ты хочешь. Как влияет совместный отдых на отношения? Конечно, положительно. А то, когда многие пары поругаются, пока отдыхают 100 раз, отдыхают, там не разговаривают во время отдыха, еще что-то. Как вообще выбрать правильный отдых? Или это не зависит от выбора места? Конечно, поругаться можно даже лежа в своей кровати. Но очень круто не ругаться, чтобы можно было просто вот так вот выехать и наслаждаться каждым моментом. Я понимаю, когда люди, например, выехали 5 дней был отдых, и они все 5 дней не разговаривали. Но они говорят, что... Точнее, как они говорят. Возьмем, например, какого-нибудь там конкретного человека, и он говорит, мне это не мешало ни капли отдыхать. Даже в чем-то и лучше было. Жена сама себе, он сам себе. Есть возможность, может, специально даже поругался, чтобы пойти и наслаждаться, и делать то, что ему хочется. Ах. Ну, по мне так все равно. Можно, конечно, абстрагироваться, но немножко это висит, витает в воздухе все равно вот это ощущение. Такое неприятное послевкусие, что вы поругались. Он подтверждает. Да, Какой бы ты совет дала парочке, которая решила поехать отдыхать куда-то? всегда помнить, что все кончается. И эта жизнь кончается. И неизвестно, ничего вообще неизвестно. И это тратить жизнь на споры не стоит. Нужно наслаждаться каждым днем, потому что это вот как с тревогой. Говорю с человеком, он говорит, ну, почему ты тревожишься? Ну, и так я себя обезопашу. Я постоянно думаю о том, что может произойти, что может быть ужасно. И поэтому я всегда готов к каким-то неприятностям. Но по факту эти тревоги, ну, кроме того, чтобы взять с собой какую-то, может быть, аптечку или еще что, редко спасают. Особенно, что касается конкретно перспективы отношений. Если я буду достаточно много делать, то мы никогда не расстанемся. Но оказывается, что человек все равно ушел, оставил, нашел другую, бросил, обманул, предал. А ты так старалась. Это доказывает, что не все зависит только от тебя. Есть еще 50% с другой стороны. Ты можешь делать свои 50, контролировать их как-то более-менее. А остальные 50 никак не можешь. И это что значит? Это значит то, что всегда будет 50 на 50. Вы останетесь или разойдетесь. 50 на 50 всегда. И какой смысл тревожиться? Невозможно все контролировать. Мы же не боги. Невозможно контролировать другого человека. Поэтому лучше не тревожиться, а наслаждаться, быть в настоящем, в этом моменте. Я же тоже могу думать о том, что вот мы сейчас с тобой вернемся в Минск и будем упахиваться. Но я предпочитаю наслаждаться каждым моментом и брать максимум из каждого момента, не думая о том, что будет завтра. Я хочу быть в сегодня, а в завтра будет свое. Достаточно каждому дню своих забот, своих дел. Поэтому нужно быть в сегодняшнем дне и не беспокоиться. И когда я именно так поступаю,
я энергию не трачу свою на переживание и на миллион в своей голове комбинаций, что же может произойти, а я восполняю свой ресурс. И тогда, когда действительно что-то случится, я смогу гораздо более адекватно среагировать, и у меня будет гораздо больший арсенал инструментов для реагирования, потому что если я очень много стрессовала, тревожилась, и весь мой ресурс уходил на тревогу, тогда у меня будет очень мало ресурсов, чтобы справиться с ситуацией, которая произошла. Скорее всего, это будет так. Я знала, что так и случится. И сяду, я опущу руки, буду плакать. И потому что у меня ресурса нету что-то сделать другое. А если бы у меня был ресурс, и у меня так, опа, у меня есть какие-то плюшки, скажем, которые я накопила, пока я не тревожилась. На что я могу опереться? Мне очень понравилась аналогия, что твоя внутренняя... А что в любом случае это как прыжок в пропасть. Но твоя внутренняя опора сработает как парашют. Это так и есть. И когда ты живешь в настоящем моменте и не тревожишься о будущем, тогда ты больше чувствуешь опору на себя, опору на настоящий момент. И это помогает справиться с ситуацией быстрее, эффективнее и пережить какой-то неприятный момент. Спасибо тебе, любимая. Мне очень приятно было с тобой сегодня и вчера, и вообще каждый день. Ты невероятная. Опа, опа, сейчас я хочу, опа, слезть немножко. Давай я Не так все просто, Тут оказывается. нормально взялась, давай. Получилось? Да. Получилось. Ну скажи же, классная штука, да? Обалденно, я еще буду качаться на ней сегодня еще не раз. Просто я уже так загорелась той идеей туда пройти. Пойдем тогда, хорошо. И котик, и котик хочет. И котик хочет. Настенька имела в виду вон ту горку с лавочкой. Какой вид. Да, вид просто шикарный. Вон наверху мы вчера поздно, когда уже вообще ночь практически, и мы там Да, сидели. мы после бани прям поднялись почти практически. Мы были просто в тапочках, в этих сланцах таких. И мы босиком по этому песку. И немножко даже ножки испачкали в песок. Но здесь классное место. Так идешь, идешь. Вот видишь, вчера я видела в ночной съемке вот эти круглые такие головы.